Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема с мопедом Spark четырехтактного скутера. Свеча сорвала резьба в двигателе и свеча в свободу ходит. Как вариант можно сделать вертыши, просверлить, сделать вертыши. Значит, если делать вертыши на свече, это такая заморочка. Ну, во-первых, в любом случае делать вертыш в таком состоянии неудобно, потому что может попасть стружка в камеру сгорания. Если попадет стружка в камеру сгорания, то будут очень серьезные проблемы. В любом случае нужно снимать головку цилиндра. И я решил все-таки головку цилиндра поменять. Скутер 13 лет, головка уже свою отработала за это время. Нужно менять новую головку. В первую очередь отключим карбюратор. Ключ на 10 нам понадобится. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs. Далее ложим скутер на бок, и нам надо снять выхлопную трубу, для того, чтобы подобраться к двигателю и дальше было удобно двигатель снимать. Так, тут нам надо, чтобы он снимал, не ошибаюсь. Let me show you what's up, 'cause enough is enough. Так, далее я снял вот эту вот станину, то есть это штука для натяжки цепи. Теперь снимаем сам распредвал. Так, ну, собственно говоря, все, из-за чего это произошло дело. Отверстие под свечку. Видите, оно вообще не держит, резьба здесь. Заходит, выходит. Я купил новую головку для цилиндра. Вот, для того, чтобы проверить головку цилиндра на плотность, нам понадобится керосин, сама головка и шприц. Также маленький стаканчик. Значит, берем, наливаем керосин в стаканчик, берем шприц, набираем. И выливаем содержимое. Ну, не прошло 3 минут, как мы видим. Видите, у нас уже клапан подтек. Это говорит о том, что клапан не притерт, он не герметичен. Вот, хорошо видно, как идут подтеки, вот видите. Так же самое проверяем выпускной клапан. Как видим, прошло более 5 минут. Выпускной клапан сухой, значит, он держит плотно и его притирать не надо. Соединил. Теперь нужно соединить шпильки на карбюратор и выхлопную трубу. Так, ну, в принципе, собственно говоря, установил все эти шпильки. Большие, которые устанавливаются туда на карбюратор, маленькие, которые идут на трубу. Что касается цилиндра, эта прокладка немного повреждена, ее нужно убрать. Поршень еще так себе, нормальный, надо его зачистить растворителем, вот эти вот все
разъемчики зачистить, и его можно использовать повторно. Цилиндр тоже хороший, то есть тут нету никаких изъянов, брака, каких-то выступов. И давайте проверим новые кольца. Значит, вот у нас два компрессионных колечка. Засовываем в цилиндр. Вот я засунул. И видите, разъем тут такой минимальный. Нам надо 0,4, 0,45. Сюда 0,45, вот 0,45 уже, 0,40 уже не проходит. Значит, верхнее колечко отлично, нормально. И второе колечко коричневое с светлым. Видите, тоже зазоры минимальные. Меряем щупом. 0,4 берем. Щуп не проходит. Это говорит о том, что зазор меньше, чем 0,4 мм. И кольца вполне пригодные для установки. Так, начинаем установку. Вначале устанавливаем прокладочку. You choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up. Так, далее устанавливаем цилиндр. Я уже его почистил. Тут было очень грязно. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Так, чтобы легче заходил. Такая смазали. И с этой стороны. Так, теперь устанавливаем головку. Не забываем одевать прокладку. Так, устанавливаем вторую станину для... Так, колокол поршень должен стоять на букве Т, то есть на мертвой точке. Теперь надеваем спецвал. Надеваем тут шестеренку, она должна эти вот две персы параллельно быть либо. Так, берем такой ключ. Мысл один, гель должно быть внизу. Вот это правильное положение. И теперь затягиваем гаечками. Так, затягиваем специальным ключом, десяточкой. Затягиваем так, чтобы был натяжку, чтобы не дай бог не сорвать резьбу. Так, теперь можно закручивать боковые эти болты восьмерочкой. Так, зазоры. Значит, верхняя 0,05 ставим. Проводим. Берем плоскоусто, держим краешек и 9 номером закручиваем гайку. Чтобы вот, держалось. Потом после закрытия опять проверяем зазор. 0,05 проходит. То же самое делаем с нижним, только зазор должен быть 0,1. Ставим натяжитель цепи. Yeah. Sometimes I get so mad there's no controlling me. Так, далее нужно ставить крышку уже корпуса, закрыть
то перед закрытием крышки корпуса нужно установить прокладочку. Вот такая резиновая прокладка. Кстати, вот в этой прокладке есть такая фишка, вот когда мы одеваем, ее всегда становится очень много, то есть она вылазит. Для этого, чтобы убрать лишнее, берем ножницы, отрезаем кусочек и налаживаем по всей окружности. Вот сейчас у меня все оно четко легло. Далее одеваем крышку. Thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, 'cause I know you got me. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было неинтересно, не понравилось, дизлайк. Всего доброго, до новых встреч.